Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на сентябрь 2025 года для раков, для восходящих, для солнечных, для лунных, для солнечных. Мои дорогие друзья, обратите внимание, я написала под каждым видео и на превью к видео я пишу о том, с какого по какое число знак зодиака Солнца у нас такой-то. То есть вы можете, если вы не знаете точно время своего рождения, смотреть по Солнцу. Я вот просто пересчитала для того, чтобы было удобнее, для того, чтобы людям не приходилось выяснять, что как. Но в целом, если вы знаете свой асцендент, то тогда восходящий знак, то тогда смотрите по восходящему знаку. Дополнительно можете по Солнцу. Если не знаете восходящий знак, то смотрите по восходящему знаку. Вернее, по знаку Солнца тогда. Ссылка на видеоинструкцию о том, как построить свой гороскоп, как узнать свой восходящий знак, у вас сейчас в правом верхнем углу появится, я ее прикреплю. Ссылка будет также в описании, в комментариях к этому видео. И там же будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И еще одно объявление, вернее, даже не объявление, огромнейшая просто просьба от меня, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики, гости канала. За 2,5 года ведения Ютуба я столкнулась с таким первый раз, что Ютуб меня очень сильно разлюбил. Я, возможно, в каком-то бане теневом, я не знаю. В общем и целом, у меня очень сильно снизились просмотры. Некоторые мои подписчики жалуются на то, что не приходят уведомления о выходе новых видео, хотя они подписаны на получение этих уведомлений. И иногда просто обнаруживают с удивлением, что, оказывается, видео давно вышло, они ждут. Поэтому мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, не выключайте видео через 2-3 секунды. Я вас очень прошу, поставьте лайк. Если вы напишите комментарий, анекдот, песенку, там, я не знаю, философию какую-то, мудрость восточную, какой-то вопрос, это тоже замечательно, потому что хоть что-то, хоть какая-то реакция, любая абсолютно реакция, она лучше вообще, чем просто отсутствие реакции. И я вас очень прошу, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите хоть что-нибудь. Все, заговорилась. Теперь давайте говорить про тенденцию сентября для раков. Сентябрь у нас на самом деле очень важный. Он будет таким завязывающим важные события в нашей жизни. У каждого будут свои, конечно же, потому что будут очень важные транзиты значимые. И давайте я вам рассказывать буду, что же будет происходить. Начну я с августа, 30 августа, потому что у нас Меркурий поменяет знак до 15 сентября. И Меркурий зайдет в ваш второй дом гороскопа, дом денег, дом ресурсов, дом энергии, дом родительской семьи, дом иностранного языка, ну и в целом языка. И Меркурий во втором доме гороскопа, он, конечно, вам до 15 сентября дает тенденцию на то, чтобы много говорить про деньги, но и много общения с родителями, скорее всего, у кого-то из раков будет. То есть, возможно, обсуждать родительские вопросы, обсуждать, как у родителей дела, что-то, может быть, им помочь, либо какие-то планы вместе с ними строить. Но также и вопросы денег, вопросы финансов, допустим, обсуждение уровня оплаты труда, обсуждение премий на работе, возможно. Есть тенденция на получение дохода из-за границы, либо из другого города, возможно, это какие-то возвраты за посылки оплаченные. Также есть тенденция на то, что вы можете продавать, например, свои книги, телефоны, компьютеры, вещи какие-то, и от этого получать доход. У кого-то от блога может быть доход, от друзей, от братьев и сестер какие-то могут быть подарки. И может быть такое, знаете, оформлять документы на свои деньги. Я не знаю, как это может быть, но оформлять документы на свои деньги, на свой кошелек, например, что-то такое. И обсуждение, может быть, знаете, практика языковая, может быть, много просто говорить в целом, потому что Меркурий у нас планета коммуникации, и второй дом, дом речи. То есть, может быть, просто много говорить, вот очень много говорить, вот как я сейчас говорю, вот так у вас может быть в сентябре по этому Меркурию. А следующее событие у нас будет 7 сентября, лунное затмение, которое откроет осенний коридор затмений. Вот оно, важное событие первое.
сентябрьское. И про лунное затмение я, конечно же, сниму отдельное видео, потому что я всегда снимаю видео, в которых рассказываю, по каким точкам будут идти, как определить, по каким градусам, то есть насколько на вас повлияет, потому что не на всех прям очень глобально повлияет. Но лунное затмение в 8-м доме гороскопа — это, конечно же, такие важные перемены в жизни. Это перемены, которые касаются, знаете, а, даже невозможно сказать, чего они касаются на самом деле, потому что они могут быть такими неожиданными, потому что 8-й дом — это дом неожиданности, дом сюрпризов со знаком плюс и со знаком минус. Не воспринимать, прошу вас, дом 8 только как дом кризисов, потому что 8-й дом — это дом кардинальных перемен. И когда затмение в 8-м доме гороскопа состоится, это может давать такие события в жизни, когда происходят кардинальные перемены. У кого-то из раков это вопросы наследства, вопросы страховок, кто-то будет погружен в астрологию, в психологию, может быть, уйдет с головой в этот период. В общем, затмение в 8-м доме гороскопа еще и финансовое, но оно финансовое по чужим деньгам. То есть это может быть какая-то материальная помощь, это может быть какое-то пособие назначено и так далее. 13 сентября по 27 октября Марс будет идти по вашему 4-му дому гороскопа. В целом я бы сказала, что это классно. Марс будет аспектировать свой собственный 10-й дом гороскопа, улучшать работу и статус. В целом какие-то улучшения в работе будут. Но опять же, вот опять... Затмение в 8-м доме гороскопа, оно про какие-то кардинальные перемены. Марс в транзите по 4-му дому гороскопа может тоже дать вам какие-то кардинальные перемены, в том числе в работе и в статусе. Здесь есть тенденция, что если вы работаете, вы можете, допустим, поменять работу, либо уйти в отпуск какой-то длительный, либо уйти на какой-то... Ну вот какая-то вот есть перемена с точки зрения какого-то отдыха от работы. Может быть даже такое, что вы получаете какое-то обучение, которое влияет потом в дальнейшем на работу. То есть ваше обучение может как-то влиять на работу. Помимо этого, транзит Марса по 4-му дому гороскопа, тут такую еще тенденцию дает, что вы можете, знаете как, например, либо поменять место жительства из-за того, что у вас меняется работа, либо поменять работу из-за того, что у вас меняется место жительства. Но, возможно, это временная история, да, Марс у нас не 2 года стоит в 4-м доме гороскопа, возможно, временно, возможно, вы поедете в командировку, где вы поживете где-то, либо, возможно, вы перенесете работу, грубо говоря, домой. То есть будет какая-то такая тенденция. Также есть тенденция у кого-то из раков, но я предупреждаю, что это не у всех так, потому что это очень редкая такая тенденция, и должно все сойтись, и указания вашего личного гороскопа, и транзиты, что кто-то может получить жилье от государства. Вот если у вас, допустим, очередь подходит, то вы можете попасть в число счастливчиков, получить какое-то жилье от государства. В целом с жильем могут решаться вопросы у вас в этот период какие-то кардинальные, важные, с очередями на жилье, со счетами, которые там у вас по ипотечными, например, если у вас есть ипотека, что-то такое. Может быть небольшой ремонт, но ремонт такой прям: отодрать обои, отбить там что-то молотком, прибить, приколотить. То есть дома может быть немножко шумно, вы можете немножко там что-то поколачивать, что-то постукивать, может быть колоть, резать, там свечи сжечь, пока Марс будет идти по 4-му дому гороскопа. Но Марс в весах. Он такой, конечно, тут не слон в посудной лавке, он про то, чтобы создать эстетику, может быть, фотографии поразвешивать, фотосессию какую-то дома тоже, может быть, устроить, какую-то семейную фотосессию для своего автомобиля, либо для своей квартиры, что-то такое. Потом с 14 сентября по 9 октября Венера зайдет в ваш 2-й дом гороскопа, дом денег. И Венера вот тоже про какие-то перемены в месте жительства и транспорте. Венера тоже указывает, ну, у кого-то это может быть покупка транспорта, у кого-то покупка недвижимости, получение дохода от этих сфер тоже может быть. А еще у вас как бы внутреннее ощущение счастья, ваше состояние будет зависеть от того, сколько у вас в данный момент есть денег.
и вы как бы можете думать об этом вопросе и подсчитывать, вот что мне надо для счастья, что мне нужны деньги, сколько мне нужны деньги. Понятно, понимаю, что деньги нужны всем для счастья, но вот тут какая-то будет прямая корреляция, прямая зависимость у вас в сентябре о том, что, ну, я бы сказала, что у вас будет все равно такое удовлетворение от того, что вы все-таки решили какой-то вопрос. У вас, с одной стороны, Марс в 4-м доме гороскопа, и внутреннее ощущение счастья раздражено. То есть вы как бы активно что-то пытаетесь сделать, а с другой стороны Венера во 2-м доме гороскопа, которая говорит: я удовлетворена в целом, или я удовлетворен в целом тем, что у меня есть, и тем, что у меня получается. Как-то так. Потом это Венера во 2-м доме гороскопа еще про украшение лица, зубов, может быть там брекеты ставить, какие-нибудь алмазики себе в зуб поставить, очки, оправу какую-то подобрать, может быть, косметику для лица какую-то подобрать и так далее. И будут еще переводы денег между счетами. Возможно, вы даже, кстати, своими накоплениями будете с родителями делиться, родителям будете помогать, потому что тоже есть вывод денег со счета на счет. То есть со счетов в наличные, если у вас там какая-то заначка, вы можете свою заначку тратить. Вот, допустим, там лежат у вас на счете или на депозите, вы можете выводить. С 15 сентября по 3 октября Меркурий заходит в ваш 3-й дом гороскопа. Еще одна такая вот интересная тенденция. Меркурий будет по собственному дому идти, это хорошо, он укрепляет 3-й дом, он будет идти в собственном знаке Дева, в экзальтации, поэтому это улучшение может быть в сфере документов, может телефон какой-то классный купите, может компьютер какой-то классный купите, книги какие-то, которые давно хотели, потому что здесь такая информационная очень повестка, очень много общения, очень много изучения нового. 3-й дом, дом документов, дом знаний, и Меркурий планета знаний, и вы можете очень много новой информации изучать. Ну так бывает, допустим, когда человек устраивается на работу и начинает изучать новые инструкции, вникать, как тут работает, что тут вообще происходит. Вот у вас такая вот история. Это может быть много общения с друзьями, с братьями и сестрами, в каких-то социальных сетях. Вот вы как будто бы куда-то попадаете, в какое-то сообщество, начинаете общаться. Может быть много еще коротких поездок, интереса к каким-то хобби, интереса к дружбе, может быть друзей как-то объединять и так далее. Также у вас по этому Меркурию может быть такое, что вы будете передавать из города в город, из страны в страну, допустим, будете передавать какие-то документы, телефоны, вещи, посылки какие-то пересылать. Могут друзья к вам приезжать издалека, из другой страны, из другого города. И вот, ну, много событий может быть по дружбе. Еще в этот же 3-й дом гороскопа 16 сентября зайдет Солнце, и там до 17 октября будет находиться. Солнце прояснит какие-то вопросы, связанные с дружбой, с документами, с хобби с вашими, может быть, с братьями и сестрами в том числе. И Солнце еще создает тенденцию на то, чтобы вкладывать деньги в хобби. Опять же, тоже вот как и Меркурий. То есть вполне вероятно, что раки могут покупать такую технику, телефоны, компьютеры, вкладывать деньги в хобби, одалживать, кстати, может быть, друзьям каким-то своим деньги или братьям, сестрам, соседями, может быть, какие-то общественные совместные дела решать и заводить какой-то общественный кошелек, что-то такое. Но Солнце еще может повысить ваш авторитет так в кругу друзей, в соцсетях где-то засветиться, может быть, узнаваемость повысить. Что-то, может быть, про ваше имя вам станет, допустим, понятно, известно, или что-то, какие-то перемены, касающиеся имени будут, фамилии, например, и так далее. Наименования какие-то менять в этот период вас может потянуть по этому Солнцу. И Солнце может еще немного повысить ваш авторитет, в том числе в глазах руководителя. И 21 сентября у нас будет второе затмение, солнечное затмение в вашем 3-м доме гороскопа. Но тут так, Солнце у нас будет в 3-м доме гороскопа. По факту солнечное затмение в 3-м доме гороскопа. Но Раху и Кету у нас на оси у вас будут 2-го и 8-го дома гороскопа. Поэтому по факту события по 3-му дому гороскопа, но возможно еще зацепит и 2-й дом гороскопа, и там вот это вот промежуток до полугода, когда мы получаем результаты затмения,
он может касаться и 3-го, 2-го дома гороскопа. Это, конечно же, получение каких-то важных документов. У кого-то из раков это может быть смена имени, фамилии. У кого-то из раков это может быть начало нового хобби, появление новых друзей. Ну и по 2-му дому гороскопа это деньги, перемены в деньгах, перемены в родительской семье. И, конечно же, это может быть еще новая работа, смена даже работы. Но подробненько еще про солнечное затмение тоже обязательно сниму отдельное видео, тоже по градусам, по планетам, что оно там значит, подробнее рассмотрим. Здесь, конечно, мы так не будем глубоко заглядывать. Самое главное, вот этот 3-й дом гороскопа. Документы, если у вас что-то подвешено, готовьте, что у вас там эти какие-то вопросы разрешатся. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих раков, для солнечных раков, лунных раков. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.